прошлом видео мы увидели работу RAID 0 внутри SSD накопителя. Сегодня мы поднимаемся на уровень выше, к архитектуре массивов. Бытует мнение, что классический RAID — это технология из прошлого. Но на самом деле это фундамент, на котором строятся даже современные high-end системы. Любой RSU-рекодинг — это логическое развитие RAID с контролем четности. RAID 10 до сих пор остается эталоном высоконагруженных баз данных. И вот до сих пор никто не смог превзойти по балансу скорости и надежности. Мы разбираем RAID 1, 5, 6 и 10. Не как список учебника, а как логику контроллера. Вы увидите, почему в RAID 10 вы платите избыточность деньгами, покупая лишние диски, а в RAID 5 и 6 производительностью всей системы заставляя его делать лишние циклы на каждую запись. Поехали. В прошлом выпуске мы видели, как RAID 0 эффективно работает внутри SSD и мобильных устройств, обеспечивая параллелизм. RAID 0 страйпинг — это чистая скорость. В корпоративном сегменте его применение — это узкие ниши, хранилища для данных, которые нужны с максимально возможной скоростью. Они имеют малый срок актуальности, и при потере их они не приводят к сбоям. Например, это eCache, scratch пространства. RAID 1 — mirroring. Это полная противоположность нулю. Контроллер просто дублирует каждую запись на 2 физических диска. Штраф на запись — это травой дым. Главное преимущество RAID 1 — это поведение системы при отказе. В отличие от дисковых групп с четностью, контроллеру не нужно ничего вычислять на лету. При выходе одного диска из строя система просто продолжает читать данные со второго плеча. Там, где сложные структуры выдают резкие скачки задержек из-за пересчета данных, RAID 1 сохраняет стабильное время отклика. Для баз данных это критически важно. Работа продолжается без фризов и тайм-аутов приложений, даже во время сбоя. Это предсказуемость, за которую стоит переплачивать. RAID 5 часто выбирают из-за высокой скорости чтения. В этом режиме он практически сопоставим с нулем, но за фасадом скорости скрывается сложная математика. Минимум для RAID 5 — 3 диска. На них последовательно пишутся 2 блока данных и 1 контрольная сумма. Контроллер распределяет их так, чтобы в каждой партии блоки были на разных физических носителях. Штраф на запись здесь равен 4. При отказе одного диска система продолжает работу, но и ритм сбивается. Если нужны данные на живых дисках, их чтение идет напрямую. Но если блок был на вылетевшем накопителе, система приходится считывать всю остальную группу и восстанавливать его через контроль четности. Даже на MasterStar 2026 года отстает JIT, резкие скачки задержек. Для баз данных такая нестабильность критична. Рваный ритм отклика приводит к росту задержек и микрофризам приложений. RAID 6 стал ответом индустрии на проблему невосстановимой ошибки чтения в RAID 5. При росте объемов дисков вероятность поймать вторую ошибку во время ребилда стала слишком высокой. В RAID 6 используются уже 2 контрольные суммы, например, контроль четности и формула Рида Соломона. Штраф на запись здесь равен 6. Это цена, которую мы платим за защиту от двойного отказа. Важное дополнение для реалий 2026 года. На текущий момент мы столкнулись с жестким дефицитом SSD-накопителей. Их цена резко возросла. Я уже видел проекты, где пытаются сэкономить на высоконагруженных базах данных, используя кэш SMC для чтения и запись в RAID 10. А основные данные собирают сохранить на более медленных и дешевых SSD в RAID 5 или 6. Так вот, не надо этого делать. Ваша экономия приведет сейчас к тому, что переполнение кэша или в моменты пиковых загрузок система ударится о производительность основного массива данных. Когда диски стали огромными, ребилд RAID 5 или 6 на таких объемах превращается в многодневное окно уязвимости. Вы рискуете не только производительностью системы, но и выживанием всей базы данных ради призрачной выгоды в бюджете.
Чтобы не путаться во вложенных уровнях, запомните простое правило. Первая цифра — это фундамент, то, что мы делаем дисками в первую очередь. Вторая цифра — это надстройка, то, как мы объединяем получившиеся группы в единый объем. Посмотрите на этот слайд. Сверху у нас единица, mirroring. Он зеркалирует одну пару дисков на другую. А вот что под ним? Если внизу у нас 0, stripe, то мы получаем RAID 0.1. Это архитектурная ловушка. Почему? Потому что при отказе всего одного диска рассыпается весь нижний страйп. Система теряет целое плечо зеркала. До конца ребилда вы остаетесь с нулевой избыточностью. Любая ошибка на дисках и база данных потеряна. Теперь перевернем логику. В фундаменте единица mirror, а сверху 0 страйп. Это RAID 10. Здесь каждый диск защищен своим зеркальным напарником персонально. Если один диск вылетает, это локальная проблема. Весь оставшийся массив продолжает работу с полной защитой. Именно это называется изоляцией домена отказа. Тот же принцип работает и в тяжелых системах. RAID 50. Внутри группы с четностью, сверху скорость. При отказе диска страдает только одна группа. RAID 60. Внизу двойная четность, сверху скорость. Это решение для огромных емкостей. Но помните, чем выше цифра в фундаменте, тем тяжелее налог на запись. Для высоконагруженных Oracle DB или SQL серверов RAID 10 остается золотым стандартом. Именно за сочетание быстрой записи и мгновенного восстановления. Итог. На системных разделах используем RAID 1 на идентичных носителях. Там, где интенсивная запись и базы данных, используем RAID 10. Это минимизирует штраф на запись и поможет избежать проблем с життером. Использование RAID 5 и 6 на SSD дарит ускоренного износа. Из-за write amplitation. Мы просто сжигаем ресурс дисков лишними циклами записи. Конфигурации 0x допустимы, но только для экспериментов. Продакшн им не место. Мы разобрали классические методы. В следующий раз я разобью кодинг. Мы проанализируем, как хранить даже петабайты данных вообще без RAID контроллера. Решайте задачи правильно.